Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет, чего в принципе в скором времени ждать. И вначале мы достанем 3 карты, как потоковая информация, без вопросов, а просто карты нам пусть раскроют, может быть, важные события или те сферы жизни, в которых нам доведется принимать важные решения, или то, что нам просто нужно услышать, принять во внимание. Принципиальное значение в этой колоде имеют двери, открытые или закрытые. И, конечно, я допускаю, куда-то мы сами, может быть, не пойдем, что-то переиграем. Но давайте узнаем. 3 знака судьбы, потоковая информация. Что для стрельцов с 20 по 30 октября? С чем будут связаны события? И коль уж мы с вами спросили, что скоро случится, произойдет скоро или в скором времени ждать, вот давайте достанем такую карту, помним, что вся наша жизнь – это как причина и следствие. Какие-то ситуации имеют начало в прошлом и постепенно развиваются. Но вот давайте будем узнавать. Может быть, что-то как раз выйдет на поверхность или тайна какая-то прояснится. Вот давайте вторую карту в связи с этим, как неожиданности. Может быть, мы уже к чему-то адаптировались, а тут начнутся перемены. И что прояснится или к чему это все в конечном итоге придет. По основным сферам жизни: сфера любви, взаимоотношений в целом, ну и личная жизнь. Сфера финансов с 20 по 30 и сфера – это как достижение, ваша работа, учеба, важные встречи, важные контакты, согласования, документы, словом, у кого что. Итак, первый знак. Вы знаете, в нашем раскладе, должна сказать, не вам первым выпадает. То ли, а ведь это всегда как старшие арканы, мои дорогие, это всегда какие-то внешние события или это та информация, которую мы слышим. Мы чего-то не можем изменить, не мы это инициировали, но самое главное, нам с этим приходится взаимодействовать. Конечно, карта башни – это всегда трансформация, то есть мы должны, возможно, сделать то, чего мы никогда не делали, или наши методы как-то пересмотреть, или обстановка меняется. У кого-то на работе, может быть, перемены, да, руководитель меняется, порядок меняется, приказы какие-то меняются. Ну вот может быть такое. Да, это не мы этого хотели, не мы этого желали, но ничего не поделаешь, нам как будто нужно какую-то свою собственную внутреннюю политику или свое отношение. И как мы будем со всем этим взаимодействовать, выработать. Вот, видимо, какой-то новый метод. Ведь прообраз башни, с одной стороны, это всегда, особенно по первым картам Таро, это тюрьма. Это период каких-то ограничений, невозможностей. Так вот, вот это то, что казалось нам структурой, может быть, порядком или какой-то отстроенной системой, начинает приходить движение, потому что, ну, вот как по карте от попадания молнии, рушится, уже не работает. Здесь именно и внешняя какая-то обстановка заставляет нас быстро принимать решения, каким-то образом меняет нашу жизнь тоже или меняет нас самих, может быть, даже взгляды на жизнь. Ну, давайте откроем второй знак судьбы. То есть чаще-то всего это то, что нам мешало, опять же, если мы говорим о первоначальных картах. Вот будь готов к неожиданностям, рыцарь жезлов. Тут может быть какая-то весть, правда, потому что по рыцарю жезлов это и смена обстановки вокруг вас, или смена, ну, может быть, каких-то положений. Жезлы это тоже где-то больше о конкретике говорят, или дела, работа, бизнес, или откуда к нам приходят деньги. Вот с этими основными сферами жизни могут тоже быть какие-то перемены. Может быть, это касается действительно какой-то поездки, когда вам нужно быстро собраться и съездить в конкретное место, в конкретный срок, увидеть что-то своими глазами и при этом быть тоже готовым к неожиданностям. Вот мне очень интересно, давайте я перемешаю и немножко мы раскроем. Это вообще нам о чем? С чем это как едят, будем говорить, с чем это связано? 2 карты, которые, по сути, про неожиданности. Ну, вот такая карта, да? И, кстати, дверей закрытых нет. То есть внешняя какая-то обстановка просто говорит, ну, держи-ка ты, стрелец, руку на пульсе. А здесь
Вроде бы и дверь-то закрыта, но для вас закрытых дверей нет. Девушка словно телепортируется. Вы правда можете узнать какую-то тайну? Или, знаете, вы, предположим, имели какое-то свое сложившееся отношение по конкретному вопросу. Неважно тут в какой сфере, да? Хотя жезлы — это где-то вот все то, что я сказала. И вдруг случайная новость, которая меняет ваши отношения или к чему-то, или к кому-то, вынуждая или действовать, или пересмотреть, может быть, и свои планы, или какие-то даже контакты, все-таки по двойке жезлов. Хочется что-то переиграть. У кого-то это может быть, как по королеве Пентакли, иногда проходят наши близкие, касаемо ну, наших партнеров по браку, да. Хотя Пентакли, опять же, откуда к нам приходят деньги. Но, может быть, это для вас все-таки я вижу. Ведь это карта того человека. Давайте в целом так посмотрим, не будем заострять на астрологии, к чему относится карта, а больше сам архетип этой карты. Это персона, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок. Вот для вас, правда, какая-то перезагрузка, мои дорогие стрельцы. Вы сами можете что-то переиграть. Вот я вижу так. Может быть, предпосылка или побудительный мотив. Это будет какая-то новость. Это может быть, знаете, когда что-то надоело. И вдруг вот, да, вот когда мы, и так бывает такое, тянем из последних сил. Или на какой-то период мы себя к чему-то уговорили, а потом происходит, когда мы слышим новость, до нас доходит та или иная информация, и словно пазл складывается. Потому что королева Пентакли здесь как раз больше про благополучие, или, по крайней мере, для вас какая-то даже, понимаете, патовая ситуация, или, как я иногда в шутку говорю, камни с неба, а для вас-то, мои дорогие стрельцы, это какой-то новый вариант успеха или новый вариант возможностей. Да, мы можем поначалу, вот, наверное, как эта девушка, изображенная на карте, так вот мы немножко, ну надо же, вот никогда не думал, что такое может быть. А потом мы как-то быстро адаптируемся, понимаем, да нет, и даже то, чего быть не может, на деле очень может быть. Потому что по королеве Пентакли здесь, по сути дела, ресурсы в ваших руках, понимаете? Хотя я допускаю, что иногда это просто, ну, меняются какие-то условия по заработкам, или это будет связано, мы где-то ожидаем, что до конца 2025 года, ну, как система взаиморасчетов может поменяться. Ну, правда, выбор. Вот по аркану влюбленная. Может быть, это у кого-то связано с личной жизнью, переездом или вашей занятостью, которая тоже граничит с какими-то переменами либо на работе, либо с вашими планами, которые вы тут тоже можете корректировать. Здесь, по сути дела, нам показаны уже все сферы жизни. И это, знаете, как невидимая сила запускает какой-то механизм перемен. И тут и себя приходится менять, свою стратегию, тактику, так и, в принципе, адаптироваться к какой-то ситуации, трансформация. И это старший, опять же, аркан, мои дорогие. Но есть выбор, и, в принципе, нам говорят, тут, скорее всего, знаете, это не тот выбор, когда или принимаю одно, или второе, а тут договариваться придется, потому что этот аркан говорит, сепарация только иллюзия. Поэтому что-то совмещать, по крайней мере, ну, в эту декаду вам, скорее всего, придется. Ну, наверное, если говорят, магами не рождаются, а становятся, аркан сила, мои дорогие. Энергетика, как у мага, не случайно у нас тут лимниската. Вам нужно будет сделать что-то красиво, как и по закону, но и не наступив на горло собственной песни. Договариваться придется. Включить дипломатию, ну, просто в какой-то максимальный режим, потому что вот дверь единственная, она может нам показаться закрытой, тем не менее, правда? Хотя все двери открыты. По королеве Пентакли это вы сами открываете. Дверь кому сочтете нужным. Здесь вообще дверей нет, правильно? Но вот дверь откроется, нам говорят по этой карте, когда произойдет какая-то алхимия либо между вами и конкретным человеком, либо между вами и, к примеру, руководителем. Пусть это на каком-то глобальном более уровне, когда организации, учреждения, все зависит от того вопроса, который вы себе надумаете решать.
И ключей-то нету к этой двери, но есть страж дверей, лев. Лев не чувствует агрессии, вот очень важный момент, со стороны девушки. И поэтому она как будто с ним договаривается, и дверь автоматически откроется. Вот для чего нужна дипломатия. Поэтому, знаете, это как подсказки, как знак судьбы. Вот от вас, мои дорогие стрельцы, даже если у вас от слова дипломатия или какое-то ожидание. Тут ведь не предполагается, что мы прямо вот порывисто поступаем или как-то жестко, или настаиваем на своем. Нет, нам говорят, тебе придется договариваться. Может быть, этого требует как раз обстановка или какой-то выбор. Или когда, а выбора как такового нет. Может на первый взгляд показаться выбор есть, а потом мы понимаем, да нет, тут и одно что-то не бросишь, и второе нужно уже как-то все совмещать. И по старшим арканам это может быть как и ваши личные интересы, так и внешняя еще и обстановка. Или какая-то ситуация. И поэтому, правда, договариваться придется. Ладно, так что ж там скоро случится или произойдет? У кого-то вот это все будет касаться личной жизни, вопросов дома, может быть, и переезда, планируемой поездки или планируемого переезда, может быть, куда-то очень далеко. Для кого-то вы переиграете эту поездку. В принципе, я должна сказать, планетарные транзиты, ну, где-то со знаком плюс говорят для вас, о любого рода перемещениях или как будто вам помогает вот этот где-то драйв. И я могу тогда предположить, что вам будут нравиться вот эти энергии. Хотя, конечно, аркан башня говорит о трансформации, и будь внимателен. Может быть, как какая-то возможность к вам приходит неожиданно. И начни-ка ты настаивать, да, по этой башне, так ты упустишь эту возможность. Тут ведь что-то, как знаете, тайное становится явным. Или у вас на что-то открываются глаза. И это и есть какие-то аккуратные шаги через дипломатию для того, чтобы получить желаемое. Но при этом быть готовым к неожиданностям. А еще это карта скорости. Поэтому, может быть, будут со всей этой обстановкой в течение этой декады какие-то вопросы, когда и правда – оставить какую-то рутину, быстро собраться и куда-то поехать. Ну, тут плюс-минус у каждого будет по-своему. На кону десятка пентаклей. Это как итог, вывод, возможность, безусловно. И здесь само по себе благополучие. И вот что скоро случится или произойдет. Может быть, и будут какие-то известия, да? Или с чем-то, с какой-то внешней историей это связано. Но для вас-то как раз новые пути, мои дорогие. Неожиданность. Вот давайте узнаем. Возвращение человека, я должна сказать, что период октябрь-ноябрь может быть связан с тем, что, может быть, даже это какой-то вопрос, кстати, да, который мы пытались решить прежде. Пусть это через дружбу, через какие-то контакты или, мои дорогие, это какие-то дела, контракты, соглашения, важные бумаги, подписание, может быть, каких-то документов или пересмотр, опять же, соглашений или контрактов, у кого-то брачных контрактов, почему нет? Всегда ведь карта шестерка чаш – это карта ностальгия. И тут в неожиданностях то, что было ностальгией, как будто к нам приходит. Или дает весточку, или вы что-то можете узнать о человеке, которого вы знали какое-то время. Каким-то образом вас эта информация тоже может заставить пересмотреть свои планы, а то и более глобальные отношения в целом, что происходит вокруг вас. Здесь, тем не менее, я могу также предположить, что то, что вы были или вами было инициировано прежде, а потом по какой-то причине, ну, как подзастряло, тоже может получить действие, какой-то новый ход, развитие. И, к примеру, каким-то образом это будет касаться, может быть, даже документов или вашей недвижимости, или вопросов финансов, да. Что-то вот меняется, вот эти перемены, и вам нужно принять какую-то адаптацию, мои дорогие. Поэтому и аркан силы, но самое главное, у вас все получится. И вы знаете, когда вы будете действовать так дипломатично, вы же посмотрите, больше для себя каких-то бонусов как раз можете получить. Ладно, так а к чему это все идет? Но правда, вот есть то, что мы не можем продолжать. Вот, видимо, как завершение, да, 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это, в общем-то, не про смерть Таро. Нам говорят именно о завершении той ситуации, которая уже какое-то время, вот, наверное, какая-то башня, которая чаще всего
ну, знаете, как будто дала в какой-то предыдущий срок трещину, но не была разрушена. Но трещина была. Если бы она была целая, такая надежная, то и молния ее бы ведь не разрушила, согласитесь. То есть предпосылки были в прошлом. В прошлом уже, вот из прошлого какая-то история тянется. Может быть, это тянется годами у кого-то, кстати. И вот здесь, видимо, как заключительный аккорд, время делать выводы и, может быть, оставлять прошлое в прошлом. Вот здесь есть явно какая-то перезагрузка, поэтому аркан трансформация. То, что вас, может быть, с какого-то давнего периода ввергало в какую-то пучину размышлений, ненужной философии. Вот, знаете, как открылись глаза. И да, может быть, нам и приходится признать, что на самом деле где-то и я ошибался, например, или ошибалась. Мое мировоззрение тут вот как-то меняется, да. Вот мы можем такое даже за собой подметить качество, что, ну, на самом деле обстоятельства уже когда-то давно были немножко другими. Либо это было скрыто, либо скрывали, либо это я через отношения к этому вопросу так воспринимала или воспринимала. Но самое главное, что теперь это завершается. Вот не будет больше, ведь это, по сути дела, карта выздоровления. Выздоровление от какой-то больной в затяжку ситуации. И она заканчивается, ну, может быть, не совсем так, как вы предполагали, не так вот ровно, спокойно, а через какой-то кризис. Вот мне так кажется. Ну, пусть это даже на уровне наших мировоззрения, ощущений или мировосприятия, потому что через информацию у кого-то это будет проигрываться. Ну, значит, самое время, ну, и изменить себя в соответствии с теми реалиями, которые приходят в вашу жизнь. Давайте посмотрим по сферам жизни. Чего ждать в личной жизни? Ну, еще одна карта скорости. Восьмерка жезлов и скорости одновременно. Документы, информация. Но есть тут что-то такое, то, что вот как этот орел несет свиток в своих лапах. Да, вот у кого-то может быть буквально бумага, подписание документа, какая-то возможность. Подписание документа по части жилья, или, может быть, это связано с пересмотром, меняется как система какая-то, да, или, ну, вот что-то такое, или переоформление документов, меняются какие-то собственники, может быть, или руководитель, к примеру, на работе поменялся, и какие-то дополнения к контрактам, да, к соглашениям, к каким-то трудовым договорам вносит. Вот есть и такой момент. Ну, пусть даже это на личную жизнь. У кого-то общая вот эта температура по больнице влияет и на личную жизнь тоже. Хотя я могу допустить, посмотрите, карта семьи, карта дома, карта финансов. И одновременно все-таки это про личную жизнь, про дружбу или про какие-то длительные контакты, карта ностальгии. И шестерка как раз и говорит, что мне тут что-то будет продолжаться. И вот эта восьмерка, перезагрузка. То есть ваше уже общение какое-то с теми людьми, которых вы какое-то время знали. И вот здесь как или о них могут приходить какие-то весточки, или у них там что-то меняется, и вы будете в чем-то участвовать. Или, ну, в вашей, может быть, личной жизни тут тоже словно вы меняете на какое-то время координаты, может быть, так, или меняете отношение к чему-то. Вообще есть колоды, когда восьмерка жезлов тоже называется отчасти карта трансформации. Почему? А потому что новость какая-то заставляет меняться нас самих. Ну вот как-то так. Сфера финансов, чего ждать? Вы знаете, по тройке пентаклей, когда мы что-то новое изучаем. Ведь часто это карта экзамена, ну, кто-то буквально, может быть, проходит курсы, получает сертификат, важный документ, или наоборот, пойдете вы куда-то. Именно потому, как знание– сила, и все то, что мы изучаем, нам пригодится, потому что мы более востребованы, к примеру, на рынке труда. Или благодаря каким-то навыкам, развития, может быть, наших талантов. Вот это про талант карта тоже. Когда мы даже пусть начнем вот делать первые шаги, а в последующем мы можем на этом заработать деньги. И здесь может быть самая разная тематика. Кто-то изучает языки, кто-то изучает, ну, допустим, ремесло, да, а это немаловажно с учетом вот всех карт, которые вам выпали. Но если вы собираетесь или имеете намерение вот даже в будущем куда-то переместиться, переехать, согласитесь, когда помимо наших дипломов
или ваш диплом, допустим, включает в себя профессию, когда вы умеете делать что-то своими руками. И в данном случае у кого-то это может быть действительно как вторичное образование. И может быть совсем не то, когда мы снова идем в университет и садимся за парту. А нет, это мы за несколько месяцев именно профессию, умение, скилл, навык приобретаем. И мы тогда уже точно не пропадем. В любой точке мира, при любых обстоятельствах, это факт. Мы делаем себя более ресурсными. Кто-то может изучать какую-то новую совершенно специфику, осваивать новые технологии, цифровые технологии. Вы приобретаете навык умения водить машину и желаете получить водительские права. Вот, то есть это больше та карта, которая, знаете, в более короткий срок и как-то нам помогает в дне сегодняшнем. Это не на 5 лет какая-то дистанция, хотя я это допускаю. А у кого-то все же это карта перезагрузки и сдачи жизненного экзамена. Когда и к финансам тоже требуется как новый подход. Будьте внимательны. Сфера ваших достижений, работа, документы. Ну вот, наверное, с кем-то не повздорить, не поссориться все-таки будет важно. Карта первого победы, да, когда пытались, может быть, как было какое-то противостояние, один другому что-то доказывал. В итоге никто ничего никому не доказал. Расходятся люди в разные стороны, но остаются при собственном мнении. Вот, кстати, если какая-то тема, документы или вот, ну, я уже не перечисляю все то, что я говорила, когда-то прежде у вас, знаете, или стало на паузу, или как уперлась в какой-то барьер, ну, так иносказательно. И более того, диалог не состоялся или перешел в какой-то монолог с учетом шестерки чаш. Здесь может возобновиться. Причем совершенно в новом ключе. И тогда дважды, трижды будьте дипломатами. Нам уже на протяжении всего расклада говорят о том, что, как и сепарация, это иллюзия, разделение, иными словами. И договариваться-то придется. И по пятерке мечей какой-то почетный компромисс вам придется рассматривать. Может быть, отчасти это по достижениям. В каком-то контексте вы, к примеру, да, если ситуация по работе, может быть, вы и примете какое-то соломоново решение на какой-то процент или согласитесь с кем-то или с чем-то. При этом будете рассматривать новый вид деятельности или искать какую-то новую работу, но прежний род занятий вы не можете оставить только по той причине, потому что это приносит доход. Может быть, вам и приходится еще какие-то преодолевать ну, знаете, как путешествия, проходя собеседование, по каким-то резюме. Но много людей будет в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, поэтому не торопитесь делать быстрые какие-то выводы. Вполне вероятно, та история, которая закончилась ничем или словно конфликтом, тут наоборот может получить новое развитие, и вы сумеете договориться, и сразу как будто все барьеры спадут. Может быть, карты, вот, кстати, 2 вверху, 13-й аркан. Завершай, стрелец, любую конфронтацию. Тебе это не будет помогать. Хотя я для кого-то могу даже такой вариант. На работе меняется руководитель. И вы вот с тем предыдущим не нашли общий язык. Или для вас, ну, как-то не очень хорошо складывалась палитра ваших возможностей или продвижения. Так вот тут что-то заканчивается, и заканчиваются ваши какие-то, ну, как хочется сказать, конфликты или недоразумения, недопонимания. То есть вот это самая конфронтация. Но тогда все равно, понимаете, здесь ведь карта выпадает, двойка жезлов. Немножко себе наперед проложить соломки, чтобы вас воспринимали тем человеком, который готов как минимум к диалогу. Тогда эта карта будет говорить старшего аркана: «Стрелец, ты себе скажешь совсем скоро спасибо, что ты как раз, ну, может быть, умеешь быть вот этим серым кардиналом. Ну, пусть не всегда, но как минимум иногда». Вот именно эта тактика, мои дорогие, вам приносит больше пользы. Как минимум с 20 и до конца октября месяца. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.